Добрый вечер, здравствуйте всем. Рад всех видеть. Здравствуйте, уважаемые любители Таро, уважаемые коллеги-тарологи и просто все приходящие на видео. Ну что, сегодня у нас... Так, давайте фоновую музычку потише сделаю. Сегодня у нас с вами очередная лекция из цикла «Смысл жизни по картам Таро». Сегодня мы с вами посмотрим карту, которая называется Солнце. В традиционной, в классической, скажем так, колоде Уэйта, да, ребенок верхом на лошади, солнце, кирпичная стена и подсолнухи. Что это может значить? В общем и целом у нас есть отдельное видео по этой карте, по символике, по смыслу символики. Да? Поищите, пожалуйста, в плейлисте «Старшие арканы» на этом канале. Ну, постоянные зрители знают, да, они присутствовали на записи этого эфира, да. Ну, а здесь мы разбираем более глубокое, более философское значение этой карты, которая нам может пригодиться при вопросах, которые нам задают люди, когда хотят знать смысл своей жизни, да, найти, ощутить смысл своей жизни, свое предназначение, свою судьбу, свою карму, какую-то там символику рода и прочее, прочее. В общем, все то, что сейчас принято называть интересными такими словосочетаниями из двух букв, типа луч миссии, матрица судьбы, там что-нибудь еще, да, святой Грааль, прочее, прочее, да, как это, Гарри Поттер и тайная комната. Сочетание из двух слов, оно работает более... Ага, здравствуйте, добро пожаловать на канал, очередной подписчик подошел. Вот, сочетание из двух слов каким-то волшебным образом влияет на сознание человека, и он больше верит вот такому двойному сочетанию. Ну, оно как бы подтверждается чем-то таким. Не просто там судьба, а вот какая-то определенная судьба, да. Помните, как где-то там было у нас мел судьбы, либо еще что-то такое. В общем, непременно что-то судьбоносное должно быть, типа колеса фортуны. Вот, это работает. Есть разные школы Таро, есть разные тарологи, которые по-своему интерпретируют, скажем так, вот это назначение человека, предназначение. Я не склонен считать, что у человека прописано что-то одно такое специальное, к которому он непременно должен прийти, непременно должен вот найти себя именно в этом. Ну а если нет, то все пропало, жизнь прожита зря, да? На самом деле я считаю, что у человека в течение жизни вот тот самый смысл может меняться. Все вот эти матрицы судьбы, которые рассчитываются по нумерологическим, тарологическим системам, все те лучи миссии, которые больше связаны со знаками зодиака, если так посмотреть, да, и я так понимаю, что рассчитываются они примерно так же. Ну, в общем, есть разные системы, направленные на то, чтобы дать человеку карту и сказать: все, вот эта карта твоя, как хочешь, так и понимай, живи теперь с этим, да, и вот пытайся найти себя через эту карту. С другой стороны, если вы уверены в этом, ну, давайте будем рассматривать, что у нас Солнце значит, да, как можно найти себя в нашей жизни через эту самую карту. Здравствуйте вам, добро пожаловать на канал, что-то как-то так пошли прям косяком новые подписчики. Но это хорошо, у нас 10 тысяч уже перевалило на прошлой, на позапрошлой неделе, не помню, уже 10 400 человек, мало-помалу. Набираем вес, мы уже 10-тысячники с вами, да, поэтому раз вы такие опытные у нас ютуберы, зрители, не забывайте ставить лайки, писать в чатик, писать в комментарии уже после того, как это видео вышло. В общем, всяческая ваша поддержка, вплоть до донатов. Если хотите донаты, пожалуйста, я совсем не против. Вот, это не обязательно, но тем не менее, если вы хотите выразить какую-то свою благодарность и помочь каналу
развиваться, то поддержку можно оказать по ссылочке в описании к этому видео. Хорошо. Ну, что у нас за карта такая, да? Напомню, что я работаю с классической системой Уэйта. 22 старших аркана. Развитие идет от 0 через единицу, двойку, тройку и дальше до 21 старшего аркана Мир. Он является не ключевым, завершающим, можно сказать, как это, конец делу венец. Да? Вот тот самый венец, венок, который потом из ощущения понимания переходит на голову того самого шута. Да? Вот там он у него на шапочке, вот этот самый венок и есть. Тот же самый, который мы видим в мире. Ну, об этом потом, либо в других лекциях, опять же. Напоминаю, плейлист «Старшие арканы», там об этом есть подробнее. А сегодня мы с вами по Солнцу поговорим о Солнце. Это у нас 19-й старший аркан. Если присматриваться к астрологическим соответствиям, которые я применяю, это примерно та же самая система, которой придерживается известный в узких кругах Юрий Хан. Есть такой таролог, ну он скорее астролог, да. Вот, он карты Таро рассматривает через призму астрологии, практически исключительно через призму астрологии. Я же астрологию использую скорее как фоновую такую, как подложку, на которой удобно доставать из карт какие-то более глубокие значения. Вот сегодня о более глубоких значениях этой карты мы с вами и поговорим. По этим соответствиям у нас это 12-й дом. Ага, Ксения, спасибо за 300 рублей. Спасибо за поддержку канала, очень приятно. 12-й дом, рыбы, зодиакальный знак рыб. Фоновая планета, ну как фоновая, это я так называю, да, обителью. 12-й дом является обителью Нептуна. А Юпитер, он как бы так вот поддерживает, да, фоном идет. То есть основной смысл дому дает, конечно, Нептун, но Юпитер его поддерживает. Вообще, надо сказать, Нептун с Юпитером это два брата, да, светлый и темный, которые, в принципе, и составляют интригу в душе человека. Да, это сознание и подсознание. Юпитер это разум. Нептун это подводный подземный бог, это подсознание, ну, это понятно. Солнце это, конечно, светлый бог. Да? Это тот самый светлый бог, бог огня, бог солнца, который у шумеров, да, являлся верховным божеством. Да? Именно он считается создателем этого мира. Создателем, отцом, всеотцом, как угодно. В общем, все сводится к нему. В принципе, это логично. Если посмотреть, как устроена наша Солнечная система, если немножко знать хотя бы школьный курс астрономии, то мы с вами можем вспомнить из этого школьного курса, что все, что создано у нас в Солнечной системе, все, что является Солнечной системой, это остатки взрыва звезды по имени Солнце до того, как оно... Ну, в общем, это процесс взрыва сверхновой, да? Разлет вот этого звездного вещества. Потом вот эти ошметки собираются по орбитам в кучки, кучкуются, собираются планеты. Все это мало-помалу гравитационными силами растаскивается по разным орбитам, и у нас опять загорается звезда, опять все это продолжается. В принципе, можно сказать, что каждая звезда циклично работает, да, она взрывается, порождает своих новых детей, да, вот новые планеты, все это вертится, 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 мало-помалу звезда начинает заканчиваться, умирать, гаснуть, потом все это превращается опять в сверхновую, опять взрывается, и так вот по кругу циклично. В принципе, вот как в том самом Уроборосе, да, либо в том самом мире по цикличности у нас этот цикл уже на более высоком плане, на более широком масштабе, скажем так, разворачивается. Вот то самое колесо зодиака,
то самое колесо сансары, да, тот путь, который мы повторяем снова и снова и снова, тот самый змей, уроборос, который кусает себя за хвост, и так все катится, катится и катится. Причиной всего этого и является само Солнце. То есть оно наш отец, оно наша мать, родитель, как угодно, оно наш создатель. Вот шумеры это знали, шумеры это поняли. Как они поняли это, ну, это уже вопрос другой, однако знание это у них было. Скорее, это знание пришло к ним через умение как-то подключаться к каким-то высшим планам информационным. Вы знаете, я не любитель вот этой глубокой эзотерики. Я не знаю, как они там выходили в эти планы, какие боги им там что вещали. В общем, знали они. Каким образом знали, это уже вопрос как-то не ко мне. Но вот те знания, которые у нас есть, и астрологические, и обработанные более умными людьми потом, да, в течение античности, в течение средних веков, дают нам понимание того, что древние люди догадывались о том, как устроен мир на каких-то ощущениях, аналогиях, да. Вот, как-то прозревали это дело. И вот они поняли, что есть что-то такое весомое, главное, то, что заботится о нас, как о собственных детях. Потому что Солнце, оно согревает планеты своими лучами. И если бы не было этих лучей, жизни бы на этих планетах не было. Тем более, что если мы говорим о физической жизни, имеется в виду не просто материальное явление, да, как какая-нибудь голая планета, кусок камня, летающий по орбите, да, либо слепившийся вот этот космический мусор, звездная пыль в форме шарика, там какой-то лед, вода, что-то такое. А вот та самая органическая жизнь, которая образовалась у нас вот в промежутке между. Да? То есть на Земле не было бы жизни, если бы она находилась чуть-чуть дальше, либо чуть-чуть ближе. То есть, если бы Земля была чуть-чуть дальше, она бы замерзла от того, что недостаточно было бы солнечных лучей для того, чтобы та самая биологическая, да, жизнь развилась бы. Если бы чуть ближе к Солнцу, то у нас на Земле было бы слишком жарко, океаны бы выкипели, да, все живое бы умерло, и, в принципе, оно бы не зародилось, это живое, если бы было все ближе. Вот гляньте на Меркурий, вроде как там никакой жизни нет, потому как это нереально, слишком там жарковастенько, скажем так. Поэтому у нас один из смыслов этой карты то расстояние, которое родитель должен соблюдать при присмотре за ребенком, да, находиться от ребенка на нужном расстоянии, ни больше, ни меньше. Не больше, чем это нужно, но и не меньше, потому что, скажем так, если вы будете слишком близко к ребенку, слишком будете о нем заботиться, а забота это у нас один из факторов, за который отвечает тот самый Юпитер, Зевс, да, бог, отец, вседержитель, покровитель, защитник и вообще самый-самый главный, самый правильный сияющий бог. Бог света, скажем так. Вот. Отец, родитель, присматривает за ребенком, но если он будет делать все за ребенка, покровительствовать слишком, да, то есть запрещать все, что опасно, заботиться чрезмерно о ребенке, ребенок вырастет ленивым, толстым и беспомощным. Да? Если вы будете мыть его 10 раз на день, уберегая от микробов, он так и не выработает никакие защитные механизмы. Иммунная система работать не будет в стерильном окружении, скажем так, просто потому что ей не на чем будет тренироваться. Поэтому слишком близко к ребенку находиться не надо. Надо давать ребенку возможность ошибаться, потому что мы учимся на ошибках. Это мы с вами уже проходили в 8 доме, в смерти, в умеренности, да, в Скорпионе. Вот. Нужно давать людям ошибаться, детям ошибаться, иначе они так ничему и не научатся.
Если вы все будете делать за ребенка, оберегать его от всех опасностей, давать ему только стерильную обстановку, он так и вырастет безвольным, вялым, ленивым и будет всегда требовать, чтобы за него все делали. Если же вы будете слишком беспечным родителем и будете находиться слишком далеко от ребенка, мол, давай, вперед, да, сам справляйся, да, ребенок может ошибиться, совершив смертельную ошибку, о которых мы опять же говорили в картах смерть, в картах умеренность, в 8 доме, там где речь шла о Скорпионе, об идеальной няне. Вот. И ребенок может просто не выжить. Поэтому расстояние, необходимое для грамотного, правильного функционирования человека, организма, чтобы ребенок правильно рос, его нужно умеренно и поддерживать, и присматривать за ним, но и не мешать ему развиваться самостоятельно. Само собой, если он там исследует квартиру, исследует дом, исследует двор, исследует вот мир вокруг, нужно ему давать это, нужно ему разрешать спотыкаться, падать, ударяться, обжигаться о горячее что-то, но не слишком горячее, само собой, чтобы не было ожога, чтобы он чувствовал, что такое горячо, чтобы он понимал, что об острые предметы можно уколоться, но и не так, чтобы там где-то стеклом себе полруки расшарашил бы, да, то есть за этим тоже нужно смотреть. В розетку, конечно, пальцами ему лезть нельзя, это надо запрещать. Именно для этого родитель должен находиться рядом, чтобы увидеть, что если какая-то на самом деле ситуация, с которой ребенок не справится, тогда нужно, вот уже включиться в процесс. А пока ребенок изучает мир, набивает себе шишки, пусть. Чем больше будет падать, тем быстрее научится вставать. Почему? Потому что у нас вот находится на заднем плане стенка такая, да, это, как я говорил в лекции по этой карте, это тот самый потайной сад, который в Италии в эпоху Возрождения, Ренессанс, и чуть-чуть пораньше, да, было принято делать в богатых домах, где могли чувствовать себя в безопасности и дети, и родители. Знали, что ребенок никуда не денется, никто на него не нападет, волки его не украдут. Вот. И ребенок всегда будет под присмотром, потому что у нас тут есть вот окна, да, через которые всегда этого ребенка видно. Вот тот самый потайной сад. Можете загуглить, это, в принципе, известная тема. Поэтому у нас эта карта говорит о том, что одно из основных значений, напомню, это опека, забота, присмотр. Не только за ребенком. Не обманывайтесь прямой символикой. Ребенок — это тот, кто меньше, младше, слабее, глупее. У нас что? У нас всеобщее, всеобъемлющее солнце, которое является творцом всего, присматривает за ребенком, который даже не видит того, кто за ним присматривает. Да? Ребенок беспечно играется, скачет на этой лошади, да, доверяется своим желаниям, жизненным рефлексам. А лошадь — это символика животных желаний, естественных, проявления наших настоящих стремлений в жизни. Почему белая? Потому что лошадь должна, наши желания должны быть чистыми и незапятнанными, да, благородными, высокодуховными, скажем еще так. Ну и само собой красное знамя — это не коммунистический символ, нет. Это знамя жизни, знамя радости, знамя желания жить. Вот. И за всем этим присматривает вот то самое всевидящее око. А вот если мы берем вот этот треугольничек, да, с глазом, масонский знак, который все знают, это не столько масонский, сколько они его взяли себе как один из символов.
Ощущение того, что за нами присматривают. За нами присматривают, о нас заботятся, мы порой этого не видим, мы даже не в состоянии порой понять замыслов наших родителей, нашего родителя, нашего там творца, если он там есть. Ну, я считаю, что что-то там есть. Вот. Основное ощущение по этой карте — покровительство. Покровительство, забота, умение проявить себя в безопасной ситуации — это когда вы чувствуете, что вам ничего не грозит, чувствуете себя естественным образом и как ребенок позволяете себе все, что вам на самом деле хочется. Почему на самом деле? Потому что лошадь — это животное, это естественное проявление своих истинных желаний. Хочется кушать — идешь и кушаешь, да? Хочется смеяться — смеешься. Хочется шутить — шутишь. Хочется рисовать, танцевать, хочется заниматься наукой, делаешь то, что тебе хочется, то, к чему тебя призывает твои внутренние, чуть ли не животные желания, да? Ну вот, и как этот ребенок, ты развлекаешься тем, что тебе хочется. Доверяешься вот этому высшему Творцу. Сейчас чуть подробнее разберем возможные варианты, как все это можно применить. Да, на каких-то реальных жизненных историях, да, на каких-то профессиях, может быть, либо о чем-то таком. Око провидения. Всевидящее око. Загуглите всевидящее око, это будет более точно. Так, что у нас тут в чатике? А разве не император управляет всем зодиакальным колесом? Нет, не император. Не император. Смотрите, у нас, если мы берем зодиакальное колесо, у нас нет хозяина этому зодиакальному колесу. Оно само по себе, оно просто существует. Зодиакальное колесо — это и есть все, что происходит в нашем мире. Можно сказать, что все, что происходит в нашем мире, и есть Бог, и есть Творец, и есть существо, которое существует. Мы просто части этого существа, которое вот вертимся в этой самой вечной огромной стиральной машинке. Император — это один из аспектов существования. Император — это владыка материального мира, если уже смотреть так. Он не самый главный. Жизнь порой приобретает черты, когда нужно понимать, кто у нас главный, кого нужно слушаться, каким правилам подчиняться. И вот один из аспектов нашей жизни — это умение подчиняться правилам, либо умение создавать эти правила. Император — это символ правила, правильности. Вот. Не столько владения, сколько, кто владеет, тот и правит. А кто правит? Правит тот, кто создает правила, по которым мы все с вами живем. Вот. Можно сказать, что это прообраз Одина, Всеотца, да, можно сказать, что это Яхве, да, кто угодно. Можно считать это вот. Но это слишком простое объяснение Бога. Сидит бородатый дядька на облаке и нам говорит, что нам надо делать. Это несколько устаревшее, несколько примитивное ощущение Бога. Более развернутое ощущение божества у нас идет по философским рассуждениям, по современному пониманию того, как устроен мир. Вот. В том же самом буддизме, допустим, есть свое ощущение Бога. А вот в авраамических религиях, вот там ближе к императору. Император уже уходит чуть-чуть на задний план, мы зашли дальше, поэтому Бог нами видится уже не столько вот этим строгим дядькой, который создает правила, пишет заветы, да, и повелевает высечь 10 заповедей в камне, чтоб наверняка, да. Вот. Уже давным-давно люди перешли к другому пониманию великого божества, да. И один из аспектов этого великого божества — то, что он присматривает за нами. Причем делает он это просто потому, что ему этого хочется. Не потому, что он должен, а потому, что, вот как есть, так есть. Солнце светится. Оно светит не ради кого-то, оно светит потому, что хочет. Это его естественное проявление. Солнце сгорает само, да, оно не может перестать этого делать, иначе оно перестанет существовать. Само существование Солнца является процессом горения, процессом жизни. Вот. Поэтому это естественность во всех его проявлениях.
Опять же, Юпитер у нас это владыка, который повелевает вообще всем. Да? То есть, кто тут у нас бог? Юпитер, Нептун. Ну, считается, что Юпитер главнее Нептуна, но в основном потому, что мы его видим. Мы постоянно видим Солнце, мы видим небо, мы видим материальный мир, мы видим Олимп. Да, мы видим все, что существует, это как бы нами признается за самое главное. А вот то, что внутри, под землей, под водой, в подсознании, да, наши эмоции, это кажется как бы менее важным, хотя на самом деле это является ключевым в желаниях человека. На самом деле подсознание управляет человеком, и тут я бы поспорил, кто могущественней, Зевс или Посейдон, Нептун или Юпитер. Вот, тут они у нас, собственно, вдвоем и участвуют. Так, что у нас там еще по чатику? Здравствуйте, Роман. Как вам идея сделать стрим о сравнении похожих арканов? Смерть и башня, луна и жрица и т.д. Ну, можно будет. Хорошая идея, интересная. А то, что люди часто путают мягкое с теплым, мы вот только что видели с вами, да, что вроде бы у нас самый главный император, но оказывается, что не он самый главный, да. Солнце тоже не самое главное. Самое главное это существование. Самое главное это космос, в котором это Солнце тоже находится. А космос это все сущее. Космос это мир, мироздание, да? А мироздание у нас что? Мироздание у нас и есть то самое колесо зодиака, да? Поэтому наше видение Бога это тоже только часть мироздания. Вот. Хорошо, ну давайте так, а как же Аид или Плутон? По Аиду изначально, если брать изначальное деление на черное и белое, на хорошее и плохое, на светлое и темное, было два бога. Во всех религиях есть два бога, темный и светлый. Между ними постоянно идет борьба, это смысл существования. Разумное, доброе, светлое, вечное в человеке борется с подсознательным, с гадким, с противным, с жадным, с чем-то вот. Бог всегда борется с дьяволом. Зевс всегда противостоит Посейдону. Самый главный злодей во всех мифах. Это Посейдон. Он там везде гадил, да? А Зевс всегда покровительствовал хорошим, правильным героям античным, да? Аид это частный случай подземного бога, да? Это более позднее божество, которое выделилось из слияния Нептуна с тем самым, с Плутосом. Был такой бог Плутос, бог богатства. Ну и, соответственно, вот эти религиозные культы, они слились в одно, и вышло там по итогу подземный бог. Изначально Посейдон, да, древнегреческий бог, он был богом подземных и подводных, подземным и подводным одновременно. Это был бог подземных вод. То есть, скажем так, весь негатив это Посейдон, весь позитив это Зевс. Черное и белое. Бог и дьявол. Ну, так как мы сейчас это видим. Часто вижу в разных источниках, что дьявол это козерог, а стрелец умеренность. Нелогично как-то, непоследовательно. Ну, есть разные системы. Мне вот эта система видится более гладкой, более правильной, более логичной. Если понимать, что это две разные системы, которые находят соответствие. Но эти соответствия просто нужно видеть. Если мы помним, что Зевс у нас покровитель героев, который им незримо помогал, да, вот тот самый Юпитер. А герой у нас тот, кто занимается своим делом любимым, геройствует, скачет на этом коне, там спасает всех, на Пегасе на этом летает, да. Зевс ему помогает всячески. Тогда у нас это более похоже на карту Солнца, да? Потому что такое карта Солнца? Это умение проявить свое желание естественным образом. Родитель естественным образом хочет проявлять свое желание у ребенка. И ребенок естественным образом хочет делать то, что ему хочется, да? Постепенно мы, становясь взрослыми, понимаем, почему нам это хочется, и тоже включаемся в этот процесс. И вот так вот оно
Отцы и дети — это тот же самый уроборос, который пожирает свой хвост. Мы дети, но постепенно становимся родителями, и вот оно так идет из поколения в поколение. Поэтому это один и тот же процесс. Процесс покровительства, процесс помощи слабому, скажем так. Давайте, если более плоско, да, рассматривать эту карту. Вот вы можете сказать, что ага, так это тогда, наверное, в детских заведениях во всех можно вот работать, да, учителем, допустим. Ну, смотрите, есть учителя, которые передают информацию, обучают чему-то, да. Это у нас иерофант. Иерофант у нас идет вот здесь по Меркурию. Меркурий — это передатчик знаний. Он обучает еще, он дает человеку какое-то знание, которое ему помогает победить проблемы в жизни, да? Плюс у нас еще есть понимание мира самостоятельно, тоже с помощью, ну, в общем, эти карты вы все смотрите в плейлисте «Старшие арканы», там есть подробно, вот. А вот тут у нас не столько учитель, сколько покровитель. Это спонсорство, это меценатство, это, если опять же вернуться к детским заведениям, да, то это скорее детский сад. Когда работники детского сада просто заботятся о детях, чтобы они там играли, сделали то, что им хочется. Просто за ними присматривают, заботятся о них. Это может быть няня, да, но такая заботливая, любящая няня, гувернантка, да, вот тоже может быть, кстати. Это может быть любой человек, который работает в сфере обслуживания. Когда клиенту чего-то хочется, он даже может капризничать, этот клиент, да, а мы с вами говорим, ну, мы присмотрим, да, там, самое, все сделаем, чтобы клиенту было хорошо, чтобы он чувствовал себя роскошно, так, как ему хочется. Клиент всегда прав, поэтому мы ему помогаем. Тут не столько прислуживание, сколько помочь человеку получить то, что он хочет, получить удовольствие, да. Это работа в сфере обслуживания, это работа в каких-нибудь санаториях, профилакториях, на курортах, да, это работа спасателем, когда вы там купаетесь, плещетесь, ваши детишки купаются, плещутся, а человек сидит в спасательной вышке, смотрит в бинокль, не плывет ли там акула, не тонет ли ребенок, и вообще как бы вот присматривает за всем этим делом. Это пожарные, это спасатели, которые спасают из-под завалов и прочее, прочее. Ну вот спасают из-под завалов, это скорее уже страшный суд. Это вытаскивают людей практически из-под земли, спасают из-под завалов, из этих самых из пожарищ, да, вот те самые пожарные и прочее, прочее. Медики-реаниматологи, вообще, в принципе, тоже медики, врачи, которые заботятся о здоровье пациента, чтобы он там был здоровенький, самое главное. Вот, это, в принципе, забота о всех слабых. Это всякие гринписы, которые заботятся о братьях наших меньших, о животинках, да, там котики, собачки, приюты для животных и прочее, прочее. Вот везде, где присутствует элемент заботы, покровительства и помощи, спонсорство, меценатство, как я уже сказал, тут скорее меценатство. Причем меценатство вполне конкретное. Это не Сава Морозов, который скупает картины и выставляет галерею, да, чтобы все ходили, смотрели. Это скорее Сава Морозов, который помогает художникам рисовать эти самые картины. Потому что художник должен творить, он делать то, что велит ему душа, да, играться в рисование, да, играться в творчество. Он не должен думать о том, как ему прокормиться, он должен жить беззаботно и творить. То, что художник должен быть голодным, это на самом деле полная фигня. Художник не должен быть перекормленным, перехваленным поклонниками, разжиревшим, да. Художник не должен быть Никосом Сафроновым, если вы понимаете, о чем я. Художник не должен быть этим самым, как там его есть, такие уродливые скульптуры делает.
Церетели, да, он не должен быть обласкан со всех сторон покровителями. Он должен просто делать то, что ему хочется, но при всем этом он должен творить, а не зарабатывать бабло. Это чуть-чуть другой процесс, да. Вот, поэтому это искренняя забота о том, кто выражает себя ярко и непосредственно. Это зритель, да, который донатит ютуберу, который ютубер... Зачем нужно донатить? YouTube, только бога ради не подумайте, что я сейчас вас байчу на эти донаты. Просто это в самом деле понимание того, от чего происходит вот процесс донатерства, да, донейшена, или как это сказать, пожертвований, да, потому что вы хотите дать человеку возможность заниматься своим любимым делом. Это вот все эти стримеры на YouTube, которые играют в игры, да, и все другие смотрят, как человек играется, развлекается, да, и кидают ему там денежку, поддерживая, помогая ему таким образом играться вот в этом безопасном тайном саду, как ребенок. Им просто приятно смотреть, как он играет. Интересно, там себя ведет, шутки какие-то смешные шутит, еще что-нибудь, какие-то глупости делает и прочее, прочее. Вот. Или тот же самый, ну, вы поняли, думаю, да? Вот он, этот процесс. Причем тут как бы и сам ютубер тоже может чувствовать эту карту. Что это он может делать то, что ему хочется. При всем этом ему кто-то должен помогать, поддерживать. Это система грантов от правительства, от государства. Мы должны понимать, помнить должны, что Солнце это еще и символика государства в каком-то плане, да, и тот же самый Зевс это законодатель, да, это бог, который создает законы, по которым люди должны жить, они его должны слушаться, иначе он их покарает. Это государство, которое должно заботиться о своих гражданах, да, это король, который заботится о своих подданных. Они должны, ну не то, что как сыр в масле кататься, но они не должны бояться трудностей, потому что если там в самом деле что-то сложное, какой-то враг придет, то как бы покровитель позаботится о том, чтобы граждане под защитой вот этого покровителя чувствовали себя спокойно, как дети. Вот. Как-то так. Поэтому это гранты от государства, которые направлены на какие-то гуманитарные цели. Да? То есть вот художник подает проект, я хочу создать вот то-то, то-то, да, там какое-то произведение искусства, но у меня вот нет денег на это. Я задумал великолепный художественный проект, но как бы денежка нужна. И государство может выделить грант материальный, да, денежку какую-то, помочь этому художнику выразить себя. То есть этим грантом ему платят сразу, чтобы он чувствовал себя в безопасности, чтобы не думал о куске хлеба, а занимался творчеством. Художник не должен быть голодным. Художник, с одной стороны, не должен голодать, да, чтобы не бояться себя выразить, чтобы не рисовать под заказ. Ну и с другой стороны, художник не должен думать только о том, как там деньги заработать, да. Вам яркий пример художника, который чувствовал вот обратную сторону, да, что вот он слишком много думает о деньгах, слишком много делает то, что хотят клиенты, это Пикассо, да, который переживал, что вот разве ж это творчество, то, что я делаю, я вот на заказ рисую, вот люди хотят, я рисую. А вот творчество это когда из души идет, да, просто когда чувствуешь, что тебе не нужно зарабатывать, а ты просто делаешь то, что хочешь. Любого рода профессии, любого рода занятия, когда есть процесс это помощи другому человеку для выражения себя, для нахождения удовольствия в жизни, это Солнце. Это тот самый Зевс, покровитель, защитник, протектор. Так, это если что, да, если кто не в курсе, это чаек. Мятный чай, который помогает горлу.
Светлое, темное, Иерофант, дьявол. Дьявол может проиграть Иерофанту? Чё ж не может? Может. У нас вечный процесс. То вы на диету садитесь, да, то вы объедаетесь пирожными, срываетесь с этой диеты. То один, то другое. Это вот вечная качель. Это вверх-вниз, да, полоса белая, полоса черная. Они постоянно борются. Процесс борьбы этих двух темных и светлых сторон, да, это наш жизненный процесс. Что такое жизнь? Это как зебра, да, знаете этот анекдот. Жизнь похожа на зебру. Полоса белая, полоса черная. Чем дальше, тем ближе к хвосту, скажем так, да. И заканчивается все, конечно, той самой, тем самым хвостом. Роман, скажите, пожалуйста, Солнце может говорить о военных действиях? Так, кто-то что-то... Я так и не понял, что это за звук, откуда это, что это он дает. Наверное, кто-то куда-то подписался опять. Солнце может говорить о военных действиях? Солнце говорит о защите от опасностей. Это оборона. Но более ярко оборонительные действия у нас в башне. Башня — это символика защиты от нападения внешнего этого, да, от внезапного нападения. Там скорее элемент идет предусмотрительной защиты, подумать заранее о том, что на нас могут напасть. Башни нужны были, чтобы защищаться от врагов и чтобы видеть издалека, что они идут. Башни, вот эти каланчи, нужны для того, чтобы заранее увидеть, где пожары, чтобы не сгорел весь город. А вот солнце, да, вот та самая кирпичная стена, тот самый потайной сад, это символика обороны, защиты. Это могут быть и пограничники, которые заботятся о том, чтобы враг не пересек границу. Это может быть и государство, которое выделяет определенные там финансовые квоты на оборону. Но это ни в коем случае не нападение. Ни в коем случае. Вот. Это, скажем так, бог войны у нас Марс. Он же Арес. Только у древних греков Арес был злобным богом, кровожадным, сволочью, мерзавцем и подонком. Злым и грубым. Да, он брал то, что ему хотелось. А вот бог-защитник — это Юпитер. Вот это оборона. Да? И когда армия обороняется, это всегда правильный принцип. А когда армия нападает, это всегда Марс. Бог войны, бог «я хочу взять то, что не мое». Понимаете? Потому что такое Марс? Марс — это Овен, это проявленное желание, это тот самый маг, который говорит: я хочу это сделать, я хочу это получить, я хочу вот конкретику. Проявленное желание для себя что-то осуществить, либо создать, либо забрать, если по негативу. Вот. Он очень рядышком идет с тем самым Плутоном, Аидом, богом подземным, да, дьявольским таким вообще страшным богом, богом мертвых. Марс всегда идет рядышком с мертвыми. Вот. С другой стороны, Юпитер, он всегда борется, сражается с Нептуном. Нептун — это вот примерно то же самое, только еще более древнее. Так что, в принципе, по Солнцу может быть оборона. Нападение у нас идет по магу. Вот. А сама война вообще, в принципе, у нас это 8-й дом. Это противодействие жизни. Жизнь у нас — это Венера. Это рождение, это продолжение жизни. Это вечная весна, это любовь, это секс, это продолжение рода. Это отец и мать создают что-то третье, создают жизнь, создают ребенка. Они не забирают жизнь, они ее дарят. Это телец, он творец, он творит, увеличивает количество, да, увеличивает количество людей. А вот кто у нас уменьшает лишнее, убирает лишних людей, несет смерть, это вот тот самый Марс и Плутон.
да, но уже могут быть в негативе. Это тот самый огонь, который выжигает лес. Конечно, после войны как бы происходит у нас возрождение, потому что зола от деревьев, она насыщает почву, и почва становится более плодородной. Вот. Но сам принцип войны это, конечно, смерть. Там есть и Марс, и Плутон. Вот, это принцип «я заберу, я тебя убью, чтобы забрать то, что мне нужно», да? Так что вот так вот. Смерть всегда идет об руку с нападением. Кто нападает, кто пересекает, опять же, 8-й дом это граница, кто пересекает границу, тот, в принципе, идет по Марсу, идет по негативу. Для людей всегда подсознательно ощущается, что если нападает, то это плохо, а если защищается, то это хорошо. Просто потому, что, ну, так оно и есть. Вот, принцип защиты – это принцип Зевса, светлого бога, покровителя слабых, бедных, обездоленных, голодных, босых, голых, да, вот. Всех тех, кому нужна забота. Вот. Пан Роман, вы могли бы выложить ссылочки картинку зодиакального круга с арканами в хорошем качестве для распечатки? Буду очень благодарна. Эта ссылочка есть в каждом видео в описании к видео. Уже давно-давно, не первый год. Солнце с дьяволом на характеристику человека чертовски обаятельный, это коротко. Да. Что-то есть такое. Не то чтобы чертовски обаятельный. Сам дьявол это харизматичный человек. Тот, который умеет управлять чужими желаниями. Он говорит так, как ему... Ну, он чувствует желания людей и говорит о желаниях людей. Вот, и люди делают то, что ему хочется, думая, что это хочется им на самом деле. А солнце это уже более правильное. Это вполне возможно, что вот этот харизматичный человек манипулирует вашими желаниями в благих целях, чтобы вы не чувствовали себя в опасности, да, то есть он ведет вас, может быть, в какое-то в безопасное убежище, да. Это как вы можете уговаривать своего ребенка, да, говоря о желаниях ребенка, чтобы побыстрее перейти домой. Если ребенок капризничает, да, а вы чувствуете, что его надо домой завести, вы можете вспомнить ему, что тебя же там дома ждет твоя любимая игрушка. Да, она по тебе соскучилась и ждет, когда же ты придешь, опять обнимешь свою игрушку, там кому-нибудь мишку, зайку, неважно. Да? То есть вы манипулируете желаниями ребенка. Ребенок хочет мороженого, а вы хотите, чтобы он захотел домой. Вы говорите ему о его желаниях, чтобы он вспомнил о том, что он хочет обнять игрушку, и таким образом по дьяволу вы манипулируете своим ребенком, напоминая о чем-то приятном для этого ребенка. Но если вы действуете искренне, исходя из мыслей заботы об этом ребенке, тогда это по солнцу. Манипулировать можно и по солнцу. Так-то по солнцу вы просто молча сидите, смотрите, присматриваете за этим ребенком, радуетесь, что он играется так, как ему хочется. А вот по дьяволу вы направляете его в нужную сторону, там, где он будет играться и развлекаться так, как ему хочется. Да? Вот такие дела, пироги. Потрясающе доносите информацию, спасибо. Ой, меня так все хвалят, все хвалят. Если бы я принимал все это близко к сердцу, я бы уже, поймал бы звездную болезнь. Стараемся, что поделать. Так, что там еще было какое-то? Если выпадает солнце как совет, то это значит, что занимайся любимым делом, но что тогда в негативе? Если выпадает солнце как совет, то это значит, что нужно обеспечить себе спокойную обстановку, в которой ты можешь заняться любимым делом. Либо ты можешь кому-то помочь заняться его любимым делом. Присмотреть за кем-то. Помочь расслабиться. Да? Если выпадает вам
вопрос, куда идти работать, и у вас два варианта: идти там на какую-нибудь строительную фирму, либо работать где-нибудь в санатории, то это скорее санаторий, потому что в санатории одни люди заботятся о других, чтобы другие ни в чем себе не отказывали. Это может быть какой-нибудь этот самый, как вам сказать, человек, который заботится о каком-то эстрадном артисте, допустим, художник, артист, да, в принципе, какая-нибудь звезда эстрады, да. Вот солнце — это принцип, когда ты сначала заботишься о том, чтобы вот эта звезда ни в чем себе не отказывала, чтобы вышла на сцену и пела так, как только ему хочется, не думая о том, там, где там свет, где микрофон, где то, где все, проданы ли все билеты. Я приводил пример на лекции, да, вот этот вот пример. Дали и Гала. Вот насколько хороша картинка, да? Тут на самом деле у нас масса всего, масса вот всей этой символики, тоже крест, Венера есть и прочее, прочее, прочее. Но если вы знаете историю Галы и Сальвадора Дали, то он вел себя как ребенок. Он просто рисовал, он просто творил, он жил радостно, да, Гала о нем заботилась. Она была старше, она была более меркантильная особа, так скажем. Она была музой, творцом, вернее, создавателем вдохновения для этого самого Сальвадора Дали. И получалось так, что мы тут с вами видим тот же самый процесс, который у нас на карте Солнца. Кто-то заботится, защищает о том, чтобы кто-то другой, маленький, беззащитный, наивный, даже не замечающий о том, что о нем заботится, делал то, что ему нравится. Игрался вот с материальным миром, с тем, что у нас тут происходит. Тут опять же вот эти кирпичные стены тоже присутствуют, да. Сальвадор Дали очень тонко чувствовал вот всю эту символику. И вообще сюрреализм, это, я обожаю сюрреализм, потому что это вот смысл в нем есть, но он чаще всего скрытый, либо просто очень эмоциональный. Поэтому вот вам, пожалуйста, еще одна карта Солнца, ощущение этой карты. Везде, где вы можете включиться в работу по помощи другим людям, по заботе, пожалуйста. Сейчас что у нас происходит? Я говорю о своей ситуации. Я живу во Вроцлаве. Сейчас сюда приезжает много беженцев с Украины. Да, и я вижу, как по карте Солнца волонтеры на вокзале, не требуя никакой платы за то, что они делают, заботятся об этих беженцах, помогают им поесть, там найти какую-то еду, одежду, жилье, проезд и прочее, прочее, прочее. Заботятся как родители о детях, не требуя за это платы. Вот. Вот эти волонтеры, они не на зарплате, они просто делают то, что считают правильным для себя. Они не могут не делать этого. Они как солнце. Они светятся, потому что это их естественный процесс. Свечение, да, отдавание себя людям, своего тепла людям. Вот. Вот что по этой карте может быть для вас. Это вообще очень рыбная тема. Рыбы, они все... Одна из негативных черт рыб — это гиперопека. Рыбы всегда думают о том, как бы так вот, чтобы, если им кого-то дали под присмотр, да, то они как бы думают, как бы, чтобы, не дай бог, ничего вот там не было плохого, такого, прочего, 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 да, вот окружают заботой, порой слишком сладкой заботой. Я, допустим, по себе знаю, я человек переходный с Водолея на Рыбы, у меня очень ярко проявлена Луна, ярко проявлено Солнце. Ну вот, у меня хорошо получается совмещать сознание с подсознанием. То есть я вот все эти эмоциональные штуки могу по Солнцу нормально прояснять, объяснять людям, да, сознательно. Осознавать свои эмоции и чужие эмоции вообще.
Вот, это тоже процесс. Но при всем этом Луна — это страх, а Солнце — это забота. Я, как отец, у меня 2 дочери, я трясусь, чтобы, не дай бог, нигде там они там на улицу выйдет, там машина там съест что-то не то, упадет со стула, по лестницам не бегай, споткнешься. Короче, я как отец, я ужасный. Я отец от того, что я трясусь, как бы вот, не дай бог, что там с моими красавицами, чтобы не стало. Это гиперопека, это плохо, это страх по Луне и забота по Солнцу гипер, слишком. Вот. По Луне надо эмоционально давать людям путь вперед, да, и заботиться, чтобы они по этому пути скакали так, как им хочется. Ты по Луне рисуешь своим детям путь, а дети уже скачут по нему так, как им хочется, так, как им нравится. Мы, как родители, вообще это тема родительства, опять же, солнечная тема. Может быть, смысл жизни в том, по этой карте вы можете найти смысл жизни в своих детях. Проблема в том, что детей надо отпускать. Иначе, если ему 25 лет, а вы ему все блинчики с собой на работу заворачиваете, да, и там сопли ему вытираете, то как бы, это не очень правильно. Потом ребенок вырастает, женится там или замуж выходит, вылетает из отцовского гнезда, родительского, все, вы там с мужем или с женой остались дома одни, и что делать? Что, смысла жизни теперь нет? Понимаете, солнце, оно просто светится. Вы находите себе там кошечку, собачку, да, о которых тоже можно заботиться. Им теперь уже сопли вытирать, да, этим кошечкам, собачкам. То есть, это забота, это естественное проявление любого человека. Для кого-то это очень важно. Для кого-то вот это ощущение является самым главным в жизни. Сальвадор Дали творил без забот. Его супруга Гала взяла на себя все финансовые заботы. Да, совершенно верно, спасибо. Так и есть, я об этом уже сказал. Ашут и Мир находятся вне зодиакального круга и не соответствуют никакому знаку. Например, если повешены весы колесо Дева, а если про Шута и Мир зайдет речь, тогда кто? Они вне круга. Они скорее, смотрите. Очень часто Шут, ему дают, его привязывают к Урану. Потому что это желание нового. А Шут, почему он Шут? Потому что он дурак. Дурак он не потому, что глупый. Дурак он потому, что у него в жизни еще ничего не было. Поэтому он не знает, что там будет дальше. Иван Дурак должен пойти туда неведомо куда, найти то неведомо что и прочее, да. Разберется потом. Вот. Но по Урану у нас идут более четкие понятия. Это будущее, это движение вперед, да, вот тот самый путь по Луне. Ураническая очень штука. Да, звезда — это вот, собственно, и есть то самое небо. И у нас по 11 дому идет взаимодействие Урана с Сатурном. По 10 дому Сатурна с Ураном. Да, вот то самое новое, которое свергает старое. Вот. А вот Шут, да, это стремление, это не само новое, это стремление к этому новому. В мире есть все. Мир — это все колесо зодиака. Это не какой-то один отдельный знак. Зодиака — это в целом все, да? А Шут — это желание начать это колесо заново. Понимаете? Это два принципа. Когда мы видим что-то круглое, нам хочется, чтобы оно катилось. Когда мы видим какой-то процесс, нам хочется, чтобы он длился, чтобы он работал. Когда у нас есть часы, нам хочется, чтобы они шли. Вот мир — это часы, а Шут — это наше желание, чтобы они шли. Понимаете? Это как альфа и омега. Есть лекция о Шуте или о мире, я уж не помню. Гляньте в старших арканах, в плейлисте я там показываю, что Шут и мир — это в принципе одно и то же. Да, это вот и лесенка вся, и каждая ступенька в этой лесенке. Это фрактал, который повторяет себя постоянно, все время и во всех
в мелочах. Это та самая альфа и омега, о которой говорил Иисус. Иисус еще что говорил? Иисус говорил еще такую одну очень интересную штуку. Будьте как дети и спасетесь. Да? То есть будьте непосредственны, честны и выражайте свои мысли без всяких, выражайте свои желания без всяких задних мыслей, да, о том, что а вдруг что-то не так пойдет, а вдруг кто-то что-то не так скажет, не так подумают и прочее, прочее. Нет, просто делайте то, что вы считаете правильным, но руководствуйтесь чистыми помыслами. Потому что лошадка, на которой вы скачете, она должна быть белой. Ну вот. Если в более философском смысле, это умение позаботиться о том, чтобы твой внутренний ребенок нашел радость жизни и нашел самовыражение в этой радости жизни. Там следующая карта-то у нас какая? Вот наша душа выходит наружу, находит путь из стесненного этого ящика, из стесненного положения, да, из зажатости на свободу. Это как всеобщее облегчение, как освобождение от тюрьмы, как радость выхода на свежий воздух, радость освобождения, открытости, откровенности, и это как исповедь, понимаете? Вот это у нас уже страшный суд потом идет. Но для этого нужно научиться управлять своими благими намерениями. Потому как, если вы помните, благими намерениями услана дорога в ад, да? Мало ли что нам хочется. Вот те же самые намерения, если их и использовать во зло, то они вас приведут не туда, куда нужно. Потому что Нептун у нас еще и повелитель подземных вод, да? То есть он вас может в этот гроб засунуть, но основная его задача достать вас из этого гроба, потому что Нептун, он вытаскивает наружу вот все эти Ктулху, да, все вот эти явления монстров из глубин, это проявление наших негативных эмоций, с которыми мы должны сражаться, как святой Георгий со змеем. Но это как бы детали вот этой мозаики, да. Есть это все в лекциях по старшим арканам. А шут и мир, они вне круга. Они дают ощущение... Ну, смотрите, мир можно прикрутить все-таки к окончанию рыб, да? Можно сказать, что у нас же традиционно считается, что начало зодиака у нас 21 марта. Год начинается 21 марта. То, что у нас там Рождество, это Рождество, оно Рождество, да. А вот живой год, он начинается 21 марта, и во многих религиях вот основной праздник начала года, начало новой жизни, когда в марте все начинает расцветать, оживать, зайчики скакать, там это вот все, да, жизнь начинает бурлить, кипеть. Вот это начало марта. Это как это? Змея, которая кусает себя за хвост в кольце. Там же должно быть начало и конец, хотя бы, ну, гипотетически. Вот это у нас есть начало и конец. Вот, ну, об этом-то нам нужно будет в других лекциях говорить. А Солнце в негативе. Расскажите. Социум, желание чувствовать деньги. Ну, вот тут скорее самый негатив, который может быть, это вот, ну, тот самый Ника Сафронов, да, допустим. Это может быть звездная болезнь. Это может быть леность, когда тебе не надо ничего делать, да, потому что у тебя все хорошо, у тебя много денег, и ты просто тупеешь, жиреешь, да. Перевернутое солнце — это ожирение может быть.
Почему ожирение? Потому что Юпитер — это расширение, это самая большая, самая крупная, самая толстая, жирная планета, и она все время накапливает в себе все больше и больше всех этих спутников, притягивает к себе, все ест и ест, как этот вот снегоуборочный комбайн, жрет, жрет, жрет все в себя, в себя, в себя. Это вот хочется и ешь. Это кушаешь не для пропитания, а для удовольствия, да. Не потому, что тебе надо, а потому, что тебе так хочется. Ты играешься. Это еда для вкуса, а не для пропитания. Понимаете? Это работа, потому что тебе так хочется. Это игра ради игры. Когда ты забрасываешь все другое, не видишь ничего, отгораживаешься от реального мира стенкой и живешь в своем маленьком в мирке, где вот тебе вот тут хорошо и все. Вот, это гиперопека. Когда вы позволяете своему ребенку ничего не делать, сидеть, играться в компьютер и прочее, прочее, а он вот все толстеет и толстеет, тупеет и тупеет, и учиться не хочет, и работать не хочет. А зачем, если я и так могу вот этим флагом махать так, как мне нравится? Вот это негатив. Это желание лености, желание не работать, желание развлекаться только, да? Вот. Жизнь как развлечение, просто потому что есть мама с папой, они о тебе позаботятся. Вот как-то так. Деньги. Это слишком много денег, слишком жирная ситуация. Вам слишком помогают. Так, слушайте, а что это у нас чатик как-то... Это... Ага, нет, все нормально. Получается, что при выпадании солнца нужно расслабиться и заниматься творчеством, так как сама вселенная тебя боготворит, понимая, что время на данный момент подходящее. Вы как-то так в крайности все, да? Нет, речь о том, что нужно позаботиться. Если кроме вас никого вокруг нет, и вам выпадает солнце с вопросом, что надо сделать, нужно позаботиться о своем внутреннем ребенке, создать себе условия так, чтобы все хорошо работалось, чтобы вам можно было расслабиться и заняться любимым делом, да? Вот, например, я как готовлюсь по солнцу, я выгоняю всех котов из комнаты, детей, да, закрываюсь, все, включаю себе музыку, которая глушит все звуки, отгораживаюсь этой стеночкой, чтобы не думать о том, что там происходит. Кто там со шкафа упал, кот или ваза, да, что-нибудь такое. Я этого просто не слышу. Я в наушниках, у меня там музыка, играет все. Я вот себе создал идеальный внутренний вот этот вот скрытый дворик, да, в котором я с вами, как мне нравится, так и скачу на своем коне. Сел и поскакал, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так это может работать. Вы сами можете быть себе солнцем. Вы сначала о себе заботитесь, а потом расслабляетесь. Солнце, оно же сначала проходит по солнцу, а потом как бы под землей, да, опять наверх, опять. То есть вы сначала работаете, потом развлекаетесь. Работаете, развлекаетесь. Вот, ну как это, делу время, потехи час. Роман, а вы читаете карты как предложение? Например, 3 карты. Первая — это начало предложения, а третья — его конец. Нет, по предложениям так нет. Я могу так: начало, середина, конец, да, то есть завязка, кульминация, развязка. Январь, февраль, март, либо прошлое, настоящее, будущее, либо там прошлый год, этот год, следующий год, да. Вот, но так прям, что как предложение, нет. А как дьявол проявляется в Стрельце? Дьявол проявляется в Стрельце самым естественным для себя образом. Дьявол это... Ну, есть это самое... Есть лекция по дьяволу. Вот, и там я говорю о том, что это, кроме того, что это Люцифер, да, вот тот самый, где он? А что это как-то странно так работает? Ну ладно. Люцифер, вот этот самый, да, который падший ангел, прикованный, он же еще и Прометей. Потому что где он у нас? Прометей, я уже не помню где. Где-то здесь должен быть. Ну да, вот.
Он же Прометей, который принес людям огонь, он тоже пошел против Бога. Он тоже несущий свет, потому что Люцифер это несущий свет. Поэтому дьявол это, если правильное проявление в девятом доме, в Стрельце, это тоже покровительство, но управление. Тут уже элемент управления человеком. Тут Юпитер главный, а Нептун второстепенный. Поэтому вы манипулируете человеком в прямом положении, в хорошем, используя его слабости и желания для того, чтобы сделать ему лучше. Вот. Перевернутом, используя его слабости и желания, чтобы сделать себе лучше. Потому что дьявол, он же все-таки дьявол еще, да? Он хочет у вас душу украсть, а не просто как Прометей вам огонь подарить. Ну вот, как-то так. Совет, как читать триплеты от пана Романа. Есть этот самый... В описании к этому видео есть ссылочка на вебинар, который можно приобрести. Там 3,5 часа я рассказываю о всех раскладах, которые я использую. И примерно показываю, как это делается. Как вообще лекцию составить. Ой, не лекцию, а консультацию. Да? Там есть по всем. И по триплетам, по этим. Вот. Дело в том, что почему у вас проблемы с триплетами? Потому что триплеты это достаточно широко трактуемое по смыслу значение. Да? Это можно и прошлое, настоящее, будущее, и вчера, сегодня, завтра, и мужчина, женщина, и что между ними. Там очень много разных значений. Определяйтесь. Вы же не просто триплет делаете, да? Вы заранее, до того, как вы выложите эти 3 карты, определитесь, о чем будет этот триплет. Это мужчина, женщина и что между ними? Либо это мысли, чувства, действия, либо это вчера, сегодня, завтра. И когда вы четко будете понимать, что у вас значит каждая карта, у вас никаких вопросов не будет. Первое в этом значении это может быть эгоизм. Вы про Солнце, да, имеете в виду? Солнце имеете в виду сейчас. Это не столько эгоизм, хотя да. Это скорее требование для себя, ожидание покровительства. Это беспомощность может быть. Что как так? Я привык, чтобы мне всегда сопли вытирали. Да, а тут надо это делать самому. А где же мама? А где бабушка? Помните, как в этом мультике? Бабушка, да? Или как там? Вот. Такие дела, пироги. Это Лев Звезда. В перевернутой позиции больше говорит не о звездной болезни, а о нерешительности, пассивности. Не очень понял. Лев Звезда. Лев, понимаете, Лев у нас тоже Солнце. Но у нас Солнце по другому принципу. В картах Таро тут намек на Солнце как на умение сдержать свои желания. И умение сдерживать их так, чтобы не придушить их, эти желания, а чтобы они все-таки рычали так, как им хочется. Это грамотно, это умение грамотно себя сдержать, потому что ты на публике. Потому что ты делаешь то, что тебе нравится. Само собой, что тут Солнце можно и сюда впихнуть. Но тогда рушится логичная система. Все-таки у нас в картах Таро Солнце имеет оттенок именно покровительства. А Лев, который выходит на сцену и может поймать звездную болезнь. Звездная болезнь у нас где? У нас в Водолее, да? У нас вот эта линия Водолей, Лев. Это Солнце, которое выходит на небо, на зрительный зал, на суд зрительного зала, да? Вот. И вот там может быть звездная болезнь у этого самого льва солнечного, если он слишком много о себе возомнит. А вот в карте Таро Солнца у нас идет забота, покровительство. Тут уже скорее отношения между зрителем, который билет купил, чтобы поддержать своего любимого артиста,
и между артистом, который делает то, что ему хочется, и публикой. Это чуть-чуть другой аспект отношений, понимаете? Не нужно просто вот плоско брать солнце, это солнце. Солнце есть разное. Солнце тут у нас светит из-за стенки, находится на расстоянии и светит на кого-то. Карты Таро рисуются не просто так. Если бы эта карта Таро значила просто солнце, здесь бы кроме солнца ничего и не было. Было бы просто солнце, все. Ни ребенка, ни подсолнухов, ни стенки этой, да, и прочего. Было бы одно солнце. И понимай, как хочешь. А вот тут конкретика, тут идет элемент заботы. Подсолнухи на карте, поясните значение, пожалуйста. Окей, сейчас. Сейчас поясним. Роман, какой автор хорошо описывает расклад Кельтский крест? Я хорошо описываю Кельтский крест. Он есть в вебинаре, который можно приобрести по ссылочке в описании к этому видео. Кроме шуток. Смотрите. Вопрос по поводу подсолнухов. Подсолнухи — это символ заботы, покровительства. Был такой художник Ван Дейк. Автопортрет с подсолнухом. Это придворный живописец Карла Первого. И Карл I очень любил этого художника и одарял его всяческими благами. Там и его семью, и заказывал у него картины, и очень щедро платил от того, что ему очень нравилось творчество этого художника. И он хотел, чтобы этот художник как бы ни в чем не имел заботы, да, чтобы он вот только рисовал, занимался только рисованием, не думал о заработке. И вот Ван Дейк, он нарисовал такой вот автопортрет, в котором как бы выразил свою признательность к покровительству этого Карла Первого. Вот тут вот эта золотая цепь, да, это вот. Я буду как бы верен, буду всегда, то есть, ну, вот вам это символ молитвы, монашеского послушания, если мы берем в христианстве еще, да, знак любви Господа. Почему? Потому что подсолнух всегда смотрит за солнцем. Цветок подсолнуха в течение дня поворачивается за солнцем. Поэтому это наблюдение, это лояльность, это верность. Это когда ты верен своему выбору. Ты всегда присматриваешь за тем, что тебе дорого. Понимаете? Не сводишь глаз, потому что действительно заботишься. И тебе... Это символ преданности. Родители всегда преданы своим детям. Ваша мама всегда, вы для вашей мамы всегда будете самым любимым чадом. Потому что, ну вот. Вот вам символика подсолнуха. Солнце за нами всегда смотрит. Как это Бог за нами присматривает. Вот. Вот вам подсолнухи. Это я ответила Льву. Все, понял. Вопросов нет. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, почему в раскладах на отношения с человеком часто выпадает колесо судьбы? Потому что вам надо обратить на это внимание. Вот почему оно выпадает. Почему? Сложно сказать. Это вы мне задаете вопрос, почему карта выпадает. На этот вопрос вам никто не даст ответ. Вам могут сказать, на что обратить внимание из-за этого, да? Что нужно сделать. Колесо фортуны — это может быть, стечение обстоятельств, которые вы не можете себе объяснить. И можно это считать совпадением, таким благоприятным совпадением, допустим. Вот. Подсолнух же и так считается символом солнца, поэтому, наверное, и изображен на аркане. Но скажите, пожалуйста, зачем на аркане изображать еще одно солнце, если тут уже есть солнце? Подсолнух — это символ как раз этого самого покровительства, заботы и верности, преданности своему
покровителю, либо, наоборот, своему протеже. Вот. Как-то так. Такие дела, пироги у нас. Окей. Ну что, будем заканчивать на сегодня. Так что смысл жизни ваш по этой карте, если вам прямо вот сейчас надо знать свой смысл жизни, смысл жизни в том, чтобы помогать тому, кому помощь нужна. Покровительствовать ему, но не баловать. Иначе разбалуете, и человек не будет способен самостоятельно решать проблемы, когда он должен будет делать это самостоятельно. Так, хвалебный комментарий, это я люблю. Пан Роман, ни на секунду не жалею, что подписан на вас. Каждый раз с нетерпением жду новых лекций. От души благодарен вам за ваш труд. Очень приятно читать такие отзывы. Очень вы мне прям вот в самое сердце меня. Спасибо, очень приятно. Если в раскладе все карты перевернутые выпали, как трактовать расклад? Ну, это сложность. Этот человек, скорее всего, не очень вкуривает, что у него происходит, да, и, скорее всего, видит все не так, как оно на самом деле разворачивается, да, то есть ошибается почти по всем пунктам. Может быть так. Может быть просто очень сложное положение у человека, и это не выходит, и это, и это. Там от контекста зависит. Но когда все карты перевернуты, это, конечно, сильно, как это, сгущает тучи, да, мрачность, и вот это все плохо-плохо. Роман, перевернутое солнце на вопрос, буду ли я зарабатывать деньги, означает, вы будете зарабатывать слишком много денег? Нет. Там скорее будет речь о том, что у вас ситуация будет. Там не столько о деньгах речь, сколько о том, что слишком благоприятная ситуация. Это не значит, что у вас денег будет много. Это значит, что ваша ситуация будет мешать вам развиваться в этом плане. Это, допустим, у вас вот есть какая-то зарплата, и вам хватает на то, чтобы чувствовать себя спокойно, да, то есть на еду хватает, на одежду хватает, поэтому нет стимула развиваться. Нет стимула стремиться заработать больше денег. Потому что жадности, допустим, нету, да, просто вот деньги ради денег тоже смысла нет. Деньги, чтобы купить новый телевизор, ну, у вас и так есть телевизор, но это слишком хорошая ситуация, которая не стимулирует вас двигаться более активно. Понимаете? Это типа и так пойдет, да? А зачем стараться, если вот вроде и так нормально? Да, слишком комфортная ситуация, зона комфорта, которую нужно покинуть, чтобы через тернии к звездам, чтобы преодолеть сложности и заработать денег больше, чем вам нужно. Чтобы заработать больше денег, нужно постараться. Для этого нужно выйти из комфортной ситуации, в которой вы находитесь. Может, она не очень комфортная, да, но если солнце перевернуто, значит, она слишком комфортная и не заставляет вас шевелиться. Вот. Это как, знаете, ситуация, когда у вас открыта форточка, на улице холодно, и вам тоже вроде холодно, но недостаточно холодно, чтобы встать и все-таки закрыть, и вы ленитесь. Это лень. Буду ли я зарабатывать деньги? Чтобы зарабатывать деньги, нужно их зарабатывать, а не лениться. Слышал, что солнце на раскладах может показывать уход из жизни. Насколько это правда? Это может значить подготовку к уходу из жизни, когда люди начинают вести себя как дети. Человек в возрасте становится, слабоумным, да, и за ним нужно присматривать. Вот. Дом престарелых может быть, где за старичками присматривают, заботятся о них. Вот. Смерть у нас, скорее всего, как к освобождению души из тела. Это следующая карта. Вот такие дела, пироги.
Хорошо, добренько. Значит, будем с вами прощаться потихонечку сегодня. Увидимся в четверг со спонсорами, которые у нас по Монаре. Да? Следующий эфир у нас по Монаре. Поэтому жду спонсоров. Для тех, у кого слетело спонсорство из-за санкций, да, по ссылочке в описании к этому видео можете перейти на платформу Boosty, подписаться на спонсорство платное там, и там будет дублироваться спонсорский контент по Монаре. Вот. Как-то так. Благодарю, пан Роман. Как всегда, лекция огонь. Как это? Не могу с вами не согласиться. Так что соглашаюсь с вами. Очень интересная лекция. Благодарю. Спасибо и вам, девушки, и 5% мужчин. Да, по статистике 5% мужчин меня смотрят. Спасибо за то, что приходите, за ваши вопросы спасибо, за то, что слушаете. Если бы никто не приходил, я бы, наверное, ничего бы и не рассказывал. Поэтому вот вам спасибо за возможность что-то вам рассказать. Увидимся на следующем эфире. Да? Всем спасибо и до новых волнующих встреч. До свидания всем.